Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом небольшом, но очень полезном видео я вам покажу, как начать вязать лицевую гладь, чтобы край не закручивался. При этом край получается аккуратный, он более плотный, хорошо держит форму, не деформируется и выполняется очень просто. Такой способ начала вязания лицевой глади подходит для любой пряжи, и из толстой, и из тонкой. Например, вы начинаете вязать топик, кофточку, маечку снизу вверх, то по низу вам не обязательно вязать резинку, можно сделать вот такой закрепленный плотный край. Или даже если вы вяжете кофточку сверху вниз от горловины, то по горловине тоже можно оформить горловину вот таким уплотненным краем и далее уже вязать кофточку регланом или любым другим способом. Итак, приступаем к вязанию. Начало вязания лицевой глади выполняем как обычно. Берем пряжу и спицы подходящего номера и делаем классический набор петель. Набираем необходимое количество петель на одну спицу. Набрав петли, поворачиваем наборный ряд и смотрите, здесь вот первый ряд мы будем вязать как изнаночный ряд. Первую петлю как кромочную я снимаю и далее вяжу первый ряд изнаночный, далее следующий ряд по лицевой будет лицевой и третий ряд тоже провязываю изнаночный, и только в четвертом ряду буду формировать край лицевой глади так, чтобы он не закручивался. Провязав первый ряд все петли изнаночные, поворачиваю вязание на лицевую сторону и второй ряд первую петлю кромочную снимаю и далее все петли лицевые. Провязываю третий ряд по изнаночной стороне, первая кромочная и далее все петли изнаночные. Начинаю вязать четвертый ряд по лицевой стороне и в этом ряду буду закреплять вот наборный край лицевой глади, чтобы он не скручивался. Если вы вяжете лицевую гладь по кругу, например, свяжете снизу футболочку, топ или маечку, то вы просто 3 ряда провязываете лицевыми петлями и в четвертом начинаете повторять те же действия, что я сейчас покажу. Первая петля кромочная. Далее смотрите, за следующей лицевой петлей мы с изнаночной стороны подхватываем третью петлю ниже. Здесь вы смотрите, у нас вот одна, вторая, и вот ниже идет третья, как горизонтальная петля. Мы ее подхватываем и накидываем на спицу. И далее 2 петли провязываем вместе, то есть накинутую и лицевую провязываем вместе лицевой. Итак, повторяем. Отворачиваем вязание наизнанку, считаем 1, 2, 3, третью петлю подхватываем горизонтальную с изнанки, накидываем ее на спицу и провязываем вместе с лицевой. Итак, провязываем все лицевые петли вместе с петлей, поднятой с изнанки. И таким образом мы формируем такой рубчик или небольшую складку в начале вязания. И край будет более плотный и не будет скручиваться. Кстати, есть другой способ. Необходимо петлю снять, затем подхватить ниже ту же третью петлю, но мне так неудобно, потому что я, когда снимаю первую петлю, я сразу не вижу. То есть здесь я вижу и отсчитываю вниз 3 петли, подхватываю петлю, накидываю и провязываю. А когда я снимаю, то с изнанки я уже левой спицей мне неудобно подхватывать. Поэтому я выбираю такой способ провязывания. Немного времени потребует, конечно, формирование такого края, но зато получается простая, аккуратная, плотная кромка. Дорогие рукодельницы, показываю образец.
Получается вот такой ровный, аккуратный край, немного утолщенный. Здесь слегка проглядывает рубчик. Край практически не растягивается, то есть он будет хорошо держать форму, он будет стабильный, ноский, с изнанки тоже все ровненько смотрится, и поэтому такой способ вязания, точнее укрепление начала вязания лицевой глади вам обязательно пригодится. Сохраняйте себе, делитесь этим уроком и, конечно же, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, будем еще изучать много полезностей в вязании спицами и крючком. Спасибо за внимание!